Всем привет! Сегодня попытаемся обозреть фильм «38-я параллель», 2004 год, в ролях Вон Бин и Чан Дон Гон. Оригинальное название «Тагки Хваналиме», размахивая флагом. Буквальный перевод. Мне показалось, что в названии считывается отношение режиссера или автора сценария к гражданской войне, описываемой в этом фильме. Восточная Германия, Западная, Южная, Северная Корея – плоды противостояния двух сверхдержав – СССР и США. С Германией вопрос решился, а вот на Корейском полуострове проблема осталась. Если честно, я не хотела делать обзор на этот фильм. Слишком он известный, слишком много хвалебных рецензий. Все уже сказано, пересказано, ничего нового не придумано, не придумаю, и даже толком я не смотрела. Начинала, но когда начиналась кровавая бойня на экране, я не хотела на это смотреть. Слишком тяжело, и вообще мне казалось, что лучше советских русских режиссеров снять фильм о войне невозможно. Но из-за Вон Бина я все-таки решила посмотреть и не пожалела. Сюжет всем известен. 1950 год, 5 лет, как Корея освободилась от японцев. Семья, мать, два сына, взрослых, невеста старшего брата, и еще детишки поменьше. Основное повествование вокруг отношений двух братьев. Старший опекал чрезмерно младшего. Старший бросил учебу, пошел работать, все ради младшего. Младшего призывают на войну, и старший хотел отбить младшего, но вместо этого тоже вместе с ним попадает на войну. Отношение к братоубийственной войне вложили в уста молодого солдата, простого. Как воевали с японцами, все было понятно. А ради чего эта война между братьями? Немного истории с Википедии. Корея с 1910 по 1945 год была японской колонией. В это время она не обладала суверенитетом. Власть на полуострове принадлежала японскому генерал-губернатору. Колониальный период был отмечен высокими темпами экономического роста, возникновением современной корейской культуры, формированием основ современной корейской индустрии. В то же время, в первые и последние десятилетия этого периода, колониальные власти проводили жесткую авторитарную политику в отношении населения, а на протяжении всего периода корейцы подвергали дискриминации. Колониальный период закончился после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Это из Википедии. А моя мама рассказывала, что японцы ходили по домам корейцев в белых перчатках и проводили поверху шкафов. Если перчатки были грязными, то корейцев жестоко наказывали. И вот опять кровопролитная война. Смотрела я на эти ужасы, оторванные руки, ноги, головы, море крови, взрывы и думала, кому нужны эти войны. Еще немного истории. Конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 50 по 27 июля 53 года, хотя официального окончания войны объявлено не было. Часто этот конфликт времен Холодной войны рассматривают как опосредованная война между США и их союзниками и силами КНР и СССР. Опосредованная война – это война по доверенности, война чужими руками. Международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных действий, происходящих на территории с использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране. Классическое определение, данное Карлом Дойчем в 1964 году. В состав Северной коалиции входили Северная Корея и ее вооруженные силы, китайская армия. Поскольку официально считалось, что КНР в конфликте не участвовал, регулярные китайские войска формально считались соединением так называемых китайских народных добровольцев. СССР также официально не участвовал в войне, но во многом взял на себя ее финансирование, а также снабжение китайских войск. Многочисленные военные советники и специалисты были отозваны из КНДР еще до начала войны, а во время войны отправлены назад под видом корреспондентов ТАСС. Со стороны Республики Корея в войне принимали участие Республика Корея, США, Великобритания, Австралия и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН. Корейская война имела черты как гражданской, так и опосредованной войны. Если от глобальных вопросов перейти к частной истории, меня поразила какая-то материнская любовь старшего брата к младшему. Отдать свою жизнь, чтобы братишка остался в живых, это дорогого стоит. В нашем современном мире, мне кажется, родственные связи перестали быть такими сильными. А может, это художественный прием, чтобы усилить драматизм истории. Как бы то ни было, а сработало. В финале я рыдала, а сцена с ручкой чего стоит. А помните, старший купил одно мороженое, но вопрос, почему не два, ответил, да не хочу. Когда семья бедна, стараются вкусненько, деткам обделяя себя. Как это мне знакомо. С Вон Бином все понятно. Хороший актер, крупный план, слезы. А вот Чан Дон Гон, игравший старшего, сначала мне показался просто фоном для Вон Бина. Но в финале, когда произошла встреча двух братьев из противоборствующих лагерей, меня поразила трансформация. Вместо старшего любящего брата я увидела солдата-робота-убийцу с каменным бесстрастным лицом, который напоминал воскресший труп. Теперь подведем некоторые итоги. Нам с детства внушали, что когда красноармеец убивает брата белогвардейца за идею, это правильно. А что на сердце матери, мало кого волновало. Никакая идея не может служить оправданием убийства. Теперь я думаю так. А у меня детство было другим, и я никогда так не думал. И книги всякие советские читал про красных и не мог этого понять. Тут дело не в брате, а вообще зачем кого-то убивать за идею. Идея точно того не стоит. Идеи у каждого свои, и так и должно быть. Не должно быть стадности. А конкретно про фильм я бы хотел сказать, этот момент хорошо, отработан, что ли, если так можно выразиться. Я просто очень давно смотрел этот фильм и детально его не помню, но вот этот момент, конечно, мне запомнился. Здесь это показано очень хорошо.
Война не нужна никому, ни белым, ни красным, ни черным, ни желтым. Война наихудшее лекарство против морщин. Человек наделен разумом, но каждый день происходят бытовые убийства, теракты, идут войны, происходят перевороты, цели разные, итог один — смерть и людское горе. Я часто слышу в частных беседах: ой, я не могу такие передачи, фильмы смотреть. Да, мы бережем свое душевное равновесие, не хочется нагружать свой мозг, но, наверное, нужны такие фильмы, когда через боль и слезы, страдания в твоем мозгу зарождаются вопросы к себе, к мировому сообществу, как бы пафосно это ни звучало, и приходишь к осознанию того, что апокалипсис не такой уж миф. Тебе нужны интересные фильмы про войну или ну их к черту, как страшный сон? Они мне не нужны, но посмотреть-то можно, как и любое другое кино. Если интересно снято, то почему бы и нет. Хотя в целом я предпочитаю смотреть другие жанры. Как тут не вспомнить строки из легенды Цоя: «Смерть стоит того, чтобы жить». Смерть на войне, по-моему, ничего не стоит. Это не тот случай, когда можно так сказать. Ой, на этом все. Всем пока. Пока.